Катастрофа Фоккер F-28 под Измиром – это крупная авиационная катастрофа, произошедшая 26 января 1974 года. Авиалайнер авиакомпании Turkish Airlines совершал плановый внутренний рейс по маршруту Измир-Стамбул, но вскоре после взлета рухнул на землю около взлетно-посадочной полосы аэропорта Измира. Из находившихся на его борту 73 человек выжили 7. Состав экипажа рейса был таким: командир воздушного судна Эльхан Гюнайдин, бывший летчик ВВС Турции, второй пилот Кая Кюнелгин, также бывший летчик ВВС Турции. Также в кабине присутствовал бортинженер Ердал Парлакбелик. В салоне самолета работали две стюардессы, Айнур Сюрючу и Серап Азгянч. Большинство пассажиров на борту рейса были находящимися в отпуске турецкими эмигрантами, проживающими в ФРГ. Командир самолета Эльхан Гюнайдин завершил предполетный обход, и в 7 часов 7 минут по местному времени самолет был готов к вылету в Стамбул. Самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу 35 и начал разворот после получения разрешения от вышки. Самолет начал взлетать после использования взлетно-посадочной полосы длиной 980 и набрал максимальную высоту 8-10 метров, после чего начал крениться влево и крениться вниз. Первым коснулось земли левое крыло, а затем левая нижняя часть фюзеляжа ударилась о 50-сантиметровый берег дренажной канавы, расположенный в 28 метрах слева от взлетно-посадочной полосы. В результате удара произошел разрыв топливного бака, расположенного внутри левого крыла, в результате чего самолет загорелся. Самолет начал разваливаться, поскольку первой отделилась хвостовая часть. Хвостовая часть настигла фюзеляж и ударилась о него между кабиной и пассажирским салоном, в результате чего они тоже распались и перевернулся последний. Носовая часть полетела дальше, пока не столкнулась со стопкой пустых бочек высотой 2-3 метра и в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы. Очевидцы катастрофы прибежали к месту происшествия, чтобы помочь с эвакуацией. Аварийные службы в аэропорту уже находились в режиме ожидания, когда самолет запустил двигатели, и быстро прибыли на место происшествия. 10 минут спустя на помощь тушению прибыла группа пожарных с авиабазы Газиемир и самого города. Пожар был потушен в течение 30 минут. Самописец был найден в хорошем состоянии. Быстро распространяющийся пожар не позволил выжить большинству пассажиров и членам экипажа. Большинство пассажиров на борту рейса были турецкими эмигрантами, проживающими в Германии и находившимися в отпуске и на работе. В первоначальных сообщениях говорилось, что погибло 62 человека, 51 человек погиб на месте, а еще 11, включая всех 3 пилотов, скончались в больнице после того, как их вытащили из-под обломков в критическом состоянии. Еще один пассажир был объявлен мертвым 1 февраля. Согласно окончательному отчету, из 68 пассажиров 62 погибли, 6, включая младенца, выжили. Из 5 членов экипажа выжил только 1. Единственный выживший член экипажа, Айнур Сюрюджу, стюардесса, скончалась позже, 12 декабря 1975 года, от полученных травм. Ее семья обвинила авиакомпанию в том, что она не заботится о ней. Семьи погибших получили 50 тысяч турецких лир в качестве компенсации от страховой компании. Это была самая страшная авария с участием Фоккер F-28 и вторая по смертности авиакатастрофа в Турции на тот момент. По состоянию на сентябрь 2022 года это вторая по смертности авария этого типа и 5-я по смертности в стране. Вероятная причина заключалась в том, что самолет заглох на взлете из-за чрезмерного вращения и обледенения крыльев. Расчеты, основанные на температуре и нагрузке, показали, что самолет достиг бы взлетной скорости после взлетно-посадочной полосы длиной 850 метров. Самолет разогнался до 246 км в час, но затем снизился скорость до 230 км в час, повернув влево. Следователи объяснили эту потерю скорости более чем нормальным углом атаки. Это означает, что пилоты слишком сильно развернули самолет, что привело к его остановке. Малая высота самолета не позволила пилотам восстановиться. Если бы не обледенение, самолет благополучно взлетел бы, несмотря на другие факторы.
18 мая 1990 года газета «Миллиет», основываясь на книге Киндини Изамак, Анилар, сообщила, что причиной катастрофы стало то, что пилоты рейса были пьяны. Автор книги, Ферда Гюли, бывший министр транспорта Турции, написал, что у командира воздушного судна Гюнайдина и бортинженера Барлакбилика при вскрытии в крови был обнаружен алкоголь. По его словам, он и премьер-министр Бюлент Пиджавид хранили это в тайне, чтобы не потерять доверие. Гюлей также заявил, что спасательного оборудования в аэропорту было недостаточно, что привело к большему количеству жертв. Эти заявления заставили вновь поднять тему катастрофы в Великом национальном собрании Турции. Министр транспорта Чингис Тунчаруйон раскрыл государственные архивы, связанные с авиакатастрофой. Документы подтвердили наличие алкоголя в крови как у командира 240 мг Л, так и у бортинженера 190 мг. Лист, однако, согласно документам, употребление алкоголя экипажем не было причиной катастрофы.